Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Именно так, считает Сергей, выглядят марсиане. И все почему? Потому что сегодня мы будем тестировать новое основание от фирмы Inhe Mars M101. Ну, очень интересно будет обозреть это основание, потому что здесь используется некий полиэтилен-карбон. Ну да, Сергей, я тоже где-то читал там на просторах интернета, верить этому или нет, что создавали там основание, которое будет максимально чувствительное и приближаться по показателям к дорогим основаниям. И там Лихук, да, по-моему, какой-то там сборщик оснований, экспериментировал с карбоном, в этом основании есть карбон. И он рискнул и добавил полиэтилен. Где он его взял, я не знаю, может осталось после там судочка, бутербродов или чего-то. Ну, в общем, добавил он полиэтилен, и результат превзошел все ожидания. Ну, только один вопрос. Экологически ли чистое данное основание? И сколько оно будет разлагаться в водах Мирового океана? Ну, я думаю, они тестируют, понимаешь, они тестируют это основание и в огне, и в воде, и в медных трубах. Сергей, какие накладки поставим мы на это основание? Ну, классические мы поставим направо Big Dipper. Так, а налево? А налево Tip Revolution. Значит, смотри, сейчас, когда будешь играть на каты и играть топ-спины, вот почувствуй вот этот вот полиэтилен, а? Помимо гибкое, мягкое, твердое, вот еще вот ощути вот эти вот кусочки, то, что сделал, упаковки, да, то, что сделал Лиху, если не ошибаюсь, так там написано. Вот, ну что, начинаем, пробуем. Поехали. Поехали. Первое впечатление, Сергей. Первое впечатление могу отметить, что, ну, во-первых, когда берешь основание в руку, какие первые ощущения? Это вес и форма ручки. Так здесь довольно небольшой вес, то есть она ощущается легко в руке, то есть ее легко можно контролировать, она не чувствуется как молот Тора в руках. Ну, насколько я там читал, около 80 грамм вес. Да, но не знаю, мне кажется, что даже легче. Хотя я не эксперт в этой области. Ну, и что вот, еще? Довольно тонкая ручка, то есть удобно сидит в руке. И по ощущениям от игры, это, конечно же, быстрое оффовское основание. Но не в плюс? Но не офф плюс. Не офф плюс. Это примерно офф и мягче даже, чем ALC основание, ну, даже от Inhe. И по ощущениям от игры комфортно. Все-таки больше мне нравится, как стоят евротензоры на этом основании. Big Dipper, конечно, тоже хорош, но не так, как не раскрывает полностью свой потенциал, мне кажется. А вот евротензоры здесь можно и придавать вращение, и усиливать, и великолепный контроль. Вот, мне кажется, тут больше подходят обычные тензорные накладки. Ну, ты Big Dipper тоже там попадал. Да, но не так, как мог бы. Ну, мог бы по сравнению, там, ты имеешь в виду, там, Т4 мы тогда поставили Big Dipper, и он там, Ну, там просто, он просто... да. Хорошо, ну, а полиэтилен? Еще не почувствовал я полиэтилен, надо его, может быть, в перекрутах. В игре по вращению. Ну, давайте сейчас нижнее и верхнее вращение Сергей повращает и раскроет все тайны полиэтилена. Смотрим. Я видел, в целом, ну, комфортно ты попадал и по подрезке мощно, там и Big Dipper'ом, и перекруты. Это понятно. Контрольное оффовское основание, что ты должен не попадать, собственно говоря. Ну и вопрос, что, на твой взгляд, дает вот полиэтилен? Ты все-таки играл массой оснований, здесь полиэтилен, карбон, еще это такой необычный композит. Да, но мне кажется, полиэтилен дает все-таки такое определенное интересное чувство мяча, которое я не встречал в других видах основания. То есть это как довольно мягкое и гибкое основание. И, знаете, такие ощущения, что вы как будто бы рукой направляете мяч. То есть здесь нет суперскорости, нет супермощности,
но очень приятное ощущение при игре вот такого тотального контроля. Ну, заинтриговал, поэтому я сейчас поставлю шипованную резину на этот автомобиль и посмотрим, что будет. Направо поставим новый Uranus Pro, вот, а налево старый Нептун в толщине 0,7. И посмотрим, что с этого получилось. Пробуем. Как полиэтилен-то на шипах. Шипы справа. Uranus Pro это максимальной толщине. Короткие шипы с небольшими насечками. Довольно шустренькие, назовем их так. И ты знаешь, это ощущение основания, действительно основание такое вызывает мягкость. Вот. Отмечу толщину его, там 5,8, классическая толщина. В принципе, ты сам видел, я бил, не так легко мне пробить, чуть-чуть привык я все-таки на коротких шипах играть на OFF+, что ударил там и мяча не видно. Но контроль на блоках просто мне очень понравился. Можно сразу направлять, контратаковать, соответственно, поставив это основание в сочетании с короткими шипами, смело можно заниматься, можно сказать, современным теннисом, контратаками. Срезал и сразу можешь со стола переводом или ударом. Вот. Поэтому короткие шипы живут на Марсе, скажем так, Сергей. А длинные? А длинные мы посмотрим. Мы сказали, что 0,7 толщина, а вот и нет, Сергей, 1,0 толщина Нептуна, 0,7 ты куда-то дел. Вот. И сейчас мы посмотрим длинные шипы в игре у стола, как они на марсианском полиэтилене. Смотрим. Ну, по-моему, неплохой контроль был у длинных шипов. Да, и длинные шипы, вот понимаешь, за счет мягкости основания. Вот действительно, полиэтилен, карбон, вот этот композит дает вот эту мягкость, чувствительность и хороший контроль. Шипам нужен контроль, ты же сам понимаешь. И было комфортно и нажимать длинными шипами, и такие блочки, чопы. То есть, в принципе, подойдет. Я, наверное, не чисто для шипов, я все-таки, а те игроки, которые используют с одной стороны гладкую, с другой шипы, вот это основание подойдет. Просто для шиповиков можно выбрать там другие все-таки основания, потому что я уверен, что марсиане, или производители компании NHE все-таки ориентировались на нападающих, на гладкие накладки. Переходим к выводам. Так, Сергей, до видео мы прочитали с тобой на различных ресурсах интернета, что это основание по чувствительности очень близко к дорогим основаниям. Вот там T-Mobile LC сравнивали, там другие фирмы. Здесь все-таки основание, сколько оно стоит вообще? Это $40-50. Вот. И такой вопрос, добилась ли фирма NHE такой чувствительности, как у дорогих оснований? Ведь все-таки дорогие основания, почему они дорогие? Потому что при сильных ударах, при мощных, хороший контроль, и ты чувствуешь прям это направление мяча. Да, но мне кажется, все-таки дорогие основания не только из-за этого дорогие, а просто из-за того, что стоимость бренда там 50%. Поэтому если мы их отнимем, то получим не такую уж и космическую стоимость. Может быть. Да. Хорошо, а здесь давайте посмотрим на то, как качественно выполнена вообще сама сборка, да, и видим мы букву М, которая напоминает немножко московский метрополитен, но это означает Марс. Марс, да. А по игровым свойствам, конечно, здесь очень, очень высокий уровень контроля, достаточная скорость. Я думаю, она подойдет очень широкому спектру людей, от начинающих, но нужно не такие быстрые накладки ставить, до мастеров. Я отмечу, что еще такой вес, понимаешь, универсальный, что 80 грамм это и не легкое, и не тяжелое, соответственно, и действительно подойдут и детям, и старикам, и женщинам, и барановским. Вот, то есть, очень интересно сделано. Да, действительно, сборка хорошая, Сергей. А что еще отметишь?
только ли за счет вот этой добавочки полиэтилена такая мягкость? Все-таки там и композит, и различные составы клея добавлены. Безусловно. Не полиэтиленом единым. Да. Что еще отмечу за шипы? Шипы играют, но я отмечу, что основание не портит шипы. Как бы вот шипы ставишь, они играют, все. Но если мы говорим там за различные там бальзовые, или помнишь, мы там 4 карбона тестировали, что прям шипы сверкают, там выстреливают, я говорю за игру шипами возле стола, то здесь шипы стоят, комфортно можно играть, и я уже говорил, что лучше поставить с одной стороны гладкую, с другой стороны шипы. Сергей, насколько вот эта серия Марс, а ты слышал за такую серию, как Андромеда от фирмы NH? Ну, конечно, там, где 4 слоя целлофана. Да, 4 слоя целлофана, но об этом мы поговорим в следующих роликах. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин. Увидимся.